Привет, меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео поговорим с вами о деньгах, о зарплате, о высокой зарплате. Ставьте 3-литровые банки с водой, будем их заговаривать. Как сказать зарплата по-английски? Вы, наверное, знаете слово salary. Мы его использовать не будем, потому что это слишком официальный термин. И что такое salary, вы можете без меня почитать в любом словаре. Также вы знаете слово wage, a wage, либо wages. Wages или a wage в единственном числе не является официальным термином, в отличие от salary, но почему-то широкого распространения в everyday spoken English не нашел. Вы можете, однако, со звездочкой, вы можете услышать его в определенных выражениях. Например, a minimum wage – это минимальная плата труда, либо hourly wages – почасовая оплата труда. Кстати, к слову сказать, hourly pay тоже возможно. Собственно и все. Какое же слово используется в быту, в обычном разговоре? К слову сказать, в культуре англофонов, в американской культуре не принято расспрашивать своего даже друга, близкого о том, сколько денежек они зарабатывают. Как говорится, что вас может остановить от того, чтобы обсудить зарплату какого-нибудь другого человека на кухне? Так вот, для таких ситуаций использовать будем слово pay. Будем использовать его как существительное и как глагол. Причем глагол не переходный, intransitive, то есть без прямого дополнения. Давайте рассмотрим примеры, когда pay используется как, собственно, зарплата в роли существительного. He likes his job, the pay is good. Человеку нравится его работа, потому что хорошая зарплата. The pay is good. Собственно, существительное pay. Здесь все легко. Словосочетание, которое используется со словом pay в роли существительного, a pay raise, это прибавка к зарплате, либо повышение зарплаты. Например, he wishes his pay raises were higher than inflation. Жаль, что его прибавка к зарплате ниже, чем инфляция. Вы можете это предложение перевести немного по-другому, как бы ему хотелось, чтобы. He's hoping to get a pay raise. Он надеется, что ему прибавят зарплату. Заметьте, что на русский язык я перевожу это все глаголом, что ему прибавят зарплату. Вы можете перевести, что ему дадут прибавку к зарплате. Или повысят зарплату, все-таки глагол как-то звучит в моем mental lexicon более естественно. Существует паттерн the pay is, и дальше использовать можно любое прилагательное, как в положительном, так и отрицательном значении. Например, если зарплата высокая, вы можете сказать the pay is great, либо the pay is good, либо the pay is meager. Meager – это очень ничтожный, маленький, низкий. Или the pay is terrible. Также в качестве существительного вы можете использовать слово paycheck. Из названия paycheck – это квитанция, или как у нас на Руси называли квиток о получении зарплаты. Но вы можете использовать этот термин, собственно, как и сама слово зарплата. Например, предложение I'm getting paid next week мы можем перефразировать I'm getting my first paycheck in 2 weeks. I'm getting my first paycheck in 2 weeks. Мне заплатят через 2 недели. Человек поступил на работу, это будет его первая зарплата или, о боже, получка. Есть очень хорошее выражение, это калька с русского языка. He lives paycheck to paycheck. Он живет от зарплаты до зарплаты. Прилагательное, которое работает в атрибутивной форме и ставится перед paycheck, их там много. Самое частое это прилагательное fat. He received a fat paycheck. Ему выдали огромную зарплату. He received a fat paycheck. Также в роли существительного pay сочетается со словом cut. A pay cut. A pay cut – это противоположная фраза в значении pay raise. То есть, когда вам зарплату понижают или дословно cut урезают. Важно заметить, что чаще всего a pay cut работает с глаголом take. Например, he refused to take a pay cut and quit his job. He refused to take a pay cut and quit his job. Он отказался получать зарплату меньше, чем она у него была, и решил просто взять и уволиться с работы. Это то, что произошло со мной в Японии. You can get a pay cut or get laid off. You can get a pay cut or get laid off. У вас есть две опции. Либо вы продолжаете работать, но получаете меньше, либо вас сокращают. Выбирайте.
Ну и кратко остановимся на примерах, когда pay используется, собственно, как глагол. Но глагол intransitive не переходный. Например, вам задают такой вопрос. Do you like your job? И вы можете на этот вопрос ответить следующим образом. Well, it pays the bills. Or it pays my bills. Счета за коммуналку она покрывает. Работа. Получка от этой работы, то бишь. Когда вы описываете какую-то должность, либо объявление, можно сказать следующим образом. This job pays well. This job pays well. Хорошая зарплата. Или высокооплачиваемая должность. Например, Software engineering pays well right now. Software engineering pays well right now. Вот это самая должность. Software engineering – это высокооплачиваемая должность в настоящий момент. Также про зарплату можно говорить еще более официальном тоне. Есть слово compensation. Вы услышите и salary, и compensation, и wages, и pay. Но знаете, что в бытовом разговорном английском языке pay используется чаще. Но знать, понимать нужно все слова. Я напоминаю, что у меня есть Telegram и Instagram Kirells_English. Если вам интересны индивидуальные онлайн занятия со мной, в описании к этому видео есть ссылка на Google документ, который вы можете заполнить. Там содержится вся дополнительная информация. Я желаю всем отличных выходных. Пока!